Гигантский самолет ВВС США, стратегический военно-транспортный самолет C-5 Galaxy вас шокирует. C-5 Galaxy, являясь крупнейшим и единственным стратегическим транспортным самолетом ВВС, способен перевозить более крупные и тяжелые грузы на большие расстояния, чем любой другой самолет. Сегодня я расскажу вам о самом большом военно-транспортном самолете США C-5 Galaxy. Поехали! Предыстория и дизайн C-5 Galaxy. В октябре 1961 года лейтенант Джо Келли, командующий военно-воздушной транспортной службой, сообщил, что ВВС США начали поиск нового тяжелого транспортного самолета, способного перевозить грузы весом до 100 тысяч фунтов на расстояние 4500 морских миль без дозаправки. В сентябре 1965 года компания Lockheed выиграла контракт на сумму более $2 миллиардов и стала основным подрядчиком для этого проекта, а General Electric получила $500 миллионов для поставки двигателей для нового самолета. В июне 1967 года, когда началась разработка, стало известно, что сотрудник компании Lockheed по имени Kitchens победил в конкурсе на лучшее название для самолета. Он предложил имя «Галактика» и получил в награду $500 в виде сберегательных облигаций США. В марте 1968 года первый C-5 Galaxy с серийным номером 668303 был представлен общественности на церемонии, в которой участвовали президент Линдон Джонсон и 100 тысяч зрителей. C-5 Galaxy — это гигантский самолет с экипажем из 7 человек. Его длина составляет 247 футов 10 дюймов, высота 65 футов 1 дюйм, а размах крыльев 222 фута 9 дюймов. Он оснащен 5 комплектами шасси с 28 колесами и 4 двигателями F100 38G и 100 производства General Electric, каждый из которых развивает тягу в 51 250 фунтов. Это позволяет самолету достигать максимальной скорости 571 миля в час, крейсерской скорости 539 миль в час и дальности полета 3433 фунта при полной загрузке. C-5 Galaxy может перевозить 280 тысяч 1 фунт, который загружается и выгружается одновременно через носовую и кормовую двери. Его рампы достаточно широкие, чтобы загрузить 2 транспортных средства одновременно. На борту может быть даже танк М-60 весом 46 266 фунтов, который он способен перевести на максимальной скорости 470 узлов на расстояние 5500 морских миль без дозаправки. Испытания и достижения. В июне 1968 года компания Lockheed начала обширную программу летных испытаний, в ходе которых C-5 совершил первый полет с базы ВВС Доббинс в Джорджии. Управляли самолетом главный летчик-испытатель Лео Салливан, летчик-испытатель Уолтер Хенсли, бортинженер Джерри Эдвардс и подполковник Джозеф Шилле, главный летчик-испытатель ВВС США. Полет прошел успешно. C-5 взлетел на скорости 123 узла, поднялся на 10 тысяч футов со скоростью 140 узлов, достиг крейсерской высоты 11 тысяч футов и приземлился со скоростью 116 узлов. 17 декабря 1969 года первый C-5 был передан в командование военно-воздушных перевозок на базе ВВС Доббинс. Однако первый боевой вылет самолета в июне 1970 года не прошел без проблем. Приземлившись на базе ВВС в Чарльстоне, он потерял колесо левой стойки шасси, которое оторвалось и отскочило назад, что привело к повреждению соседней шины. Тем не менее, следующий вылет C-5 за пределы США в том же месяце прошел значительно лучше. Самолет совершил 10-дневное путешествие с остановками на Гавайях, Гуаме, Филиппинах, во Вьетнаме, Японии и Аляске, прежде чем вернуться в Чарльстон. Первое путешествие по Европе, включавшее Германию, Великобританию и Испанию, также оказалось успешным. Более 27 600 человек посетили C-5, что было признано неоспоримым успехом представителями МАК. В августе 1970 года C-5 установил новый рекорд, совершив беспосадочный 20-часовой перелет, ставший самым долгим на тот момент. В мае 1971 года самолет совершил еще одно значительное достижение, приземлившись в Асунсьоне, Парагвай, для межамериканской конференции начальников штабов военно-воздушных сил. Это было первое приземление C-5 в южном полушарии. В октябре 1968 года C-5 установил мировой рекорд по транспортировке самого тяжелого груза, доставив корабельное редукционное устройство весом 194 тысячи фунтов на военно-морскую авиабазу Брансуик в штате Мэн, побив предыдущий рекорд в 143 300 миль.
10 лет спустя, в октябре 1989 года, самолет Си-5 совершил свою первую посадку в Антарктиде в рамках операции «Глубокая заморозка», доставив припасы для ученых, базировавшихся в проливе Мак-Мердо. В 2009-м обновленный Си-5М Super Galaxy неофициально установил 41 рекорд за один полет, включая рекорды по высоте горизонтального полета, наибольшему объему перевозимого груза на высоте 6500 фунтов и по быстрейшему набору высоты, доставив 186 370 фунтов на 7500 миль менее чем за 28 минут. Проблемы. Перед тем, как Си-5 Galaxy впервые появился на боевых операциях во Вьетнаме, он оказался в центре инцидента, который подорвал его репутацию. В сентябре 1971 года во время стандартной процедуры буксировки на авиабазе Алтус в штате Оклахома левый подвесной двигатель самолета вышел из строя. При дальнейшем осмотре были выявлены трещины в опорах двигателей на нескольких самолетах Си-5, что привело к приостановке полета всей серии на месяц для проведения проверок. К ноябрю 1971 года 38 из 47 самолетов вернулись в эксплуатацию. Проблемы продолжались и в 1974, когда на одном из самолетов Си-5, летевшем в составе 105-й транспортной авиационной группы, закрылок весом 106 фунтов упал на задний двор в Ньюбурге, штат Нью-Йорк. В то же время с другого самолета опять упала дверь весом 238 фунтов, которая приземлилась всего в 2000 футов от взлетно-посадочной полосы на базе ВВС Дувр в штате Делавэр. Кроме того, в апреле 1975 года самолет Си-5, который перевозил вьетнамских сирот, был вынужден совершить аварийную посадку после того, как сильная декомпрессия привела к серьезному повреждению системы управления полетом. В результате катастрофы погибли 76 детей и 60 взрослых. В ответ на эти происшествия в апреле 1975 начальник штаба ВВС генерал Дэвид С. Джонс утвердил всестороннее исследование безопасности. Несмотря на трагические инциденты, проверка не выявила серьезных недостатков в безопасности самолета. Единственной рекомендацией было производство модифицированного крыла для Си-5, что было одобрено Советом ВВС в августе 1976 года. Перевозка больших грузов по небу, как и по дороге, требует соблюдения правил безопасности. Но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки. Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Обновление. Проект нового крыла для Си-5 был завершен в июне 1978 года. Это крыло было изготовлено из более прочного алюминиевого сплава, прошедшего термическую обработку, чтобы предотвратить образование трещин и повторение инцидентов, подобных происшествиям 1974 года, когда части крыльев отваливались. Ожидалось, что модификация увеличит срок службы самолета на 30 тысяч летных часов и слегка повысит его топливную емкость с 318 140 до 332 500 фунтов. Первый обновленный Си-5 взлетел в августе 1981 года, что положило начало программе летных испытаний. Результаты испытаний подтвердили эффективность нового крыла. С 1982 по 1987 все 77 самолетов Си-5, находившихся на службе у МАК, прошли жизненно важную модернизацию крыла. Модернизация включала установку новых центральных крыльев, а также двух внутренних и внешних коробок, что увеличило вес каждого самолета на 17 737 фунтов. С декабря 1978 года в рамках модернизации также увеличилась вместимость на 75 пассажиров, а также была установлена система навигации с 3 интервалами, стоимость которой составила $47,3 миллиона. С июня 1983 года все самолеты получили камуфляжную окраску European 1, что помогло уменьшить коррозию. В декабре 1982 года компания Lockheed получила контракт на сумму $609,1 миллиона на модернизацию 50 самолетов Си-5, которые были переименованы в Си-5Б. Все эти самолеты были оснащены новыми двигателями и современными авиониками. В январе 1989 года генерал Дуэйн Кэссиди совершил первый полет на Си-5Б с базы ВВС Алтус в Оклахоме. Эти 50 самолетов увеличили грузоподъемность МАК на 60% и увеличили ежедневную грузоподъемность на 8 миллионов тонн-миль. В
В 1999 исследование показало, что планер Си-5 достаточно прочен для службы до 2040 года. Это стало отправной точкой для новой программы модернизации, которая включала установку новых двигателей, а также систем глобального управления воздушным движением, системы предупреждения о столкновениях и улучшенные системы управления полетом. В 2001 компания Lockheed Martin получила контракт на сумму $1,1 миллиарда на выполнение этих усовершенствований. В 2018 последний из 52 самолетов Си-5 ВВС США был модифицирован в Си-5 Super Galaxy. В будущем планируется оснащение этих самолетов усовершенствованным метеорологическим радаром, новыми вычислительными системами и улучшенными системами связи и управления воздушным движением. Гуманитарные операции. Самолеты Си-5 Galaxy оказали значительное влияние на гуманитарные миссии по всему миру, играя важную роль в спасении жизней и предоставлении необходимой помощи в условиях катастроф. Благодаря своей способности перевозить огромные грузы на дальние расстояния, они стали незаменимыми в ликвидации последствий природных бедствий и гуманитарных кризисов. 1975 год. Си-5 Galaxy транспортировал более миллиона фунтов гуманитарной помощи в Тегеран, включая 250 тысяч комплектов зимней одежды и 10 тысяч термоконтейнеров для пищи по просьбе Ирана. 1985 год. После разрушительного землетрясения в Чили флот Си-5 перевез 132 тысячи фунтов пластиковой пленки, необходимой для строительства временных убежищ. Также были доставлены 3 вертолета Boeing Vtrol 107 для оказания помощи в Судане. 1986 год. Си-5 впервые доставил гуманитарную помощь в Афганистан, предоставив 63 тонны помощи беженцам в Пешаваре, спасавшимся от советских войск, которые вторглись в страну в 1979-1987. В ходе ликвидации последствий крупнейшего нефтяного разлива на Аляске 17 самолетов Си-5 перевозили необходимое оборудование, включая нефтесборщики и вертолеты. В тот же период Си-5 также доставил медицинское оборудование и медикаменты в несколько африканских стран в рамках операции «Африка-2». 1991 год. В ответ на ужасное наводнение в Шанхае, которое унесло более 1400 жизней, Си-5 перевез 75 тонн одеял в Китай в рамках международной гуманитарной помощи. 1992 год. В рамках операции «Надежда» после распада Советского Союза Си-5 доставил 5 миллионов фунтов гуманитарных грузов в 11 новых независимых республик, образовавшихся после распада СССР. 1996 год. В результате разрушительного землетрясения в Турции Си-5 перевез спасательных собак, оборудование и транспорт для оказания помощи и проведения поисково-спасательных работ. 2000 год. После крушения самолета Alaskan Airlines у побережья Калифорнии Си-5 использовал передовые технологии, включая радиолокацию бокового обзора и дистанционно управляемые подводные аппараты для поиска обломков. Эти операции подчеркивают неоценимую роль самолетов Си-5 Galaxy в глобальных гуманитарных миссиях, обеспечивая доставку жизненно важной помощи в самых трудных и опасных ситуациях. Военные операции. Самолет Си-5 Galaxy успешно применялся на театрах военных действий, развернутых на 4 континентах. В мае 1972 года Си-5 впервые вступил в боевые действия во Вьетнаме, когда он доставил 6 тяжелых танков М-48 общим весом 108 тысяч фунтов с японской авиабазы Йокота на вьетнамскую базу Дананг. Танки были оперативно разгружены всего за 7 минут и сразу же направлены в зону боевых действий. Эти самолеты продолжали выполнять подобные задачи вплоть до окончания войны в апреле 1975 года. В октябре 1973 года самолет С-5, перевозивший груз массой 185 200 фунтов, прибыл в международный аэропорт Лода в Израиле для участия в операции «Никельграсс». Целью этой операции было оказание поддержки Израилю в ходе конфликта с Египтом и Сирией во время войны Судного дня. Всего Си-5 выполнил 146 рейсов, доставив свыше 24 миллионов фунтов различных грузов. В 1978 экипаж Си-5 оказал помощь правительству Заира, доставив 130 тысяч фунтов гуманитарной помощи, что помогло властям страны подавить восстание в городе Калвизи. В апреле 1983 года Си-5 также сыграли важную роль в поддержке правительства Таиланда, обеспечив доставку артиллерийских орудий и боеприпасов в Бангкок для отражения вьетнамского вторжения на северную границу страны. В 1989 во время американского вторжения в Панаму транспортные самолеты Си-5 внесли значительный вклад в операцию, доставив 58% всех грузов и 23% из 53 051 пассажира за 3 месяца конфликта.
В марте 1991 года, к концу войны в Персидском заливе, самолеты Си-5 активно использовались для переброски военных сил и снабжения. Они перевезли 84 385 человек личного состава и 445 миллионов фунтов различных грузов. Самолеты Си-5 также приняли участие в операции «Возрождение надежды» в Сомали в 1993. В рамках этой миссии они доставили по воздуху 621 нигерийского солдата и почти 1 миллион 100 тысяч фунтов оборудования. Кроме того, Си-5 участвовали в доставке британских и голландских солдат в ходе миротворческой операции в Сплите, Хорватия, в 1995. Миссии были направлены на поддержку стабильности в регионе, пострадавшем от Боснийской войны. С начала войны с терроризмом в 2001-м Си-5 продолжали играть важную роль в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В ходе операций «Несокрушимая свобода» и «Иракская свобода» эти самолеты обеспечили доставку 48 всех необходимых грузов в зоны боевых действий. Транспортные услуги. Си-5 Galaxy транспортировал наиболее тяжелые и ценные грузы, а также важнейших персон мира. В июне 1977 года этот гигантский самолет доставил сверхпроводящий электромагнит весом более 88 тысяч фунтов из Чикаго в Москву в рамках совместного американо-советского проекта по исследованию энергетических технологий. Экипаж получил премию Маккея за успешное выполнение данной миссии. В этот же период Си-5 доставил 4 истребителя F-5F общим весом 88 200 фунтов на южнокорейскую авиабазу Тегу, 8 учебных самолетов Т-38 для турецких ВВС в феврале 1980 года и 8 истребителей F-5 на иорданскую авиабазу Принц Хасан в сентябре 1981 года. В сентябре 1987 года на Си-5 была возложена ответственная миссия по доставке свиты и транспортных средств Папы Римского Иоанна Павла II во время его визита в США. Среди них находился известный бронированный автомобиль «Папа-мобиль». Во время турне самолет перевозил 75 пассажиров и 108 тысяч фунтов багажа. В ноябре 1978 года Си-5 также участвовал в доставке большого компьютеризированного томографического сканера из Калифорнии в Алжир по запросу алжирского лидера Хуари Бумедена. А в 1979 он предоставил камбоджийскому правительству краны и грузовики, необходимые для строительства новой столицы. В 1992 Си-5 Galaxy сыграл ключевую роль в перевозке 2 советских ядерных реакторов «Топаз», каждый из которых стоил $13 миллионов из Санкт-Петербурга на авиабазу Трэвис в Калифорнии. Это была сложная операция, требующая высокой точности и профессионализма. В 1994 самолет Си-5 совершил еще один необычный перелет. Он доставил в Великобританию бомбардировщик Vickers Vimy, который был самым большим самолетом в мире в 1919. Этот исторический момент стал символом сотрудничества между странами и сохранения культурного наследия. Во время визита американского президента в Китай в 1998-м 33 самолета Си-5 обеспечивали перелеты Билла Клинтона и его свиты. Си-5 Galaxy также использовался на спортивных мероприятиях, например, на Супербоуле Национальной футбольной лиги 2000 года. Тогда Си-5 служил местом для вечеринки с участием знаменитостей и других выдающихся людей. Наконец, летом 2021 года после захвата власти талибаном в Афганистане Си-5 Galaxy использовался при эвакуации из Кабула. Это показывает, что даже в сложных и опасных ситуациях Си-5 остается надежным и эффективным инструментом для выполнения задач. Модернизация и будущее Си-5. Компания Lockheed Martin начала разработку последней модификации самолета Си-5, известной как C-5M Super Galaxy, еще в 2004. Первый образец поднялся в небо в 2006. Как и предыдущие модели, новый самолет предназначен для стратегических грузовых перевозок между отдаленными театрами военных действий. Основной акцент сделан на межконтинентальных перелетах. Самолет способен осуществлять посадку и парашютное десантирование войск, военной техники и грузов, а также эвакуацию пострадавших и раненых. Согласно информации производителя, Си-5M Super Galaxy способен преодолевать расстояние в 5250 морских миль с грузом весом около 54 тонн. Lockheed Martin утверждает, что после модернизации надежность самолета увеличилась на 90%, а грузоподъемность на 20%. В рамках программы модернизации было внедрено свыше 70 улучшений и изменений. Увеличение максимальной грузоподъемности стало возможным благодаря усилению конструкции фюзеляжа и обновлению силовых установок. Старые двигатели TF-39GE-1C были заменены на более современные и эффективные CF-680C, два производства General Electric.
По данным компании, новые двигатели обеспечивают увеличение тягового усилия на 22%, скороподъемности на 58%. При этом расход топлива снизился на 10% по сравнению с предыдущими моделями. Си-5М Super Galaxy впечатляет своими габаритами. Длина самолета составляет 248 футов, высота 65 футов, размах крыльев 223 фута. Максимальная полезная нагрузка достигает 285 тысяч фунтов. Помимо военных грузов, самолет может перевозить гуманитарную помощь. Он способен вместить 3934 бушеля пшеницы, что эквивалентно примерно 236 тысячам фунтов. Шасси самолета трехопорное, носовая стойка четырехколесная, 4 основные тележки, по 2 с каждой стороны, шестиколесные. Шасси убираются в специальные отсеки фюзеляжа. Стойки шасси складываются особым образом. Передние назад по направлению потока воздуха, основные стойки поворачиваются на 90 градусов. В целом шасси включает 28 колес, каждая из которых весит 4214 фунтов. Военно-транспортный самолет Си-5М Super Galaxy из состава 22-го авиакрыла ВВС США установил несколько рекордов в мировой авиации. В своем 45-м рекордном полете он взлетел с базы ВВС Тревис в Калифорнии с грузом 264,5 тысячи фунтов и достиг высоты горизонтального полета 29,5 тысяч футов. Lockheed C5 Galaxy по-прежнему является выдающимся достижением в сфере военно-транспортной авиации США. С момента своего дебюта в 1968 и по сей день этот самолет продолжает играть ключевую роль, обеспечивая стратегическую мобильность американских вооруженных сил. А на сегодня это все. Всем пока-пока.